Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен, на YouTube, телеграм-канал. Ролики выходят на всех платформах. Сегодня предлагаю связать вот такую красивую летнюю кофточку. Она плотная, но из тонких ниточек Анна 16. Плечи у нас связаны плетенкой, а основной узор галочками. Два узора очень-очень простых создают вот такое вот плотное вязание без подкладов. Прекрасно смотрится. Узорчики вяжутся легко. Предлагаю посмотреть и связать. Сегодня из таких невероятно красивых ниточек бирюза Анна 16, которую я купила в магазине, интернет-магазин пряжи. Ссылочку напишу в описании, и там будет для вас скидка 5%, если вы напишите промокод Ангелина22. Ниточка тоненькая, хлопковая, на лето самое то, хорошо дышит, не садится. Я вязала филейные платья одно время с такой пряжи, не линяет. Пряжа очень хорошего качества. Я набрала колечки. Конечно, колечки, куда без них. Это самая удобная форма набора. Колечки мы будем с вами набирать таким вот образом. Крючок у меня номер 2, потоньше, чем всегда. Делаем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик с 2 накидами в самую первую петельку. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5, столбик с 2 накидами. Таким образом я набрала 38 колечек. Конечно, на любой размер, абсолютно на любой размер можно набирать, так же, как у меня, есть у вас такая же пряжа, потому что у нас голова у всех одинаковая. А размер тела уже будете прибавлять столько, сколько вам необходимо. 38 петелек я набрала на средний вырез. Любите побольше, набирайте больше. Раппорта узора как такового не существует. Абсолютно любое количество петель подойдет. Вот. Я распределила таким образом от самого начала до маркера. Мы будем вязать галочками. В центре делать расширение, это спинка, и в центре переда расширение. А плечи будем вязать узором плетенка. Что такое узор плетенка? Связали, соединили в круг вязания, естественно, выровняли. Оставляем воздушные петельки внизу, а вяжем за столбик. Узор плетенка. Соединительным столбиком мы передвигаемся в колечко, вяжем 1, 2, 3 и 4 столбика в колечко с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь в центре между колечками мы укладываем наш узор. Вот таким образом уложили. Теперь вяжем 1, 3 воздушные петли и 4 столбика. Ну, первый ряд можно, конечно, пока посоединяем, в колечко перейдем, потом будет проще. Да, вот так. Для красоты, наверное, все-таки нужно так сделать, пока будем переходить в колечко. А во втором ряду уже мы покажу, как вязать. Уже все будет проще. Воздушные петельки — это тоже столбик. И 4 столбика с одним накидом. Между столбиками соединительный столбик. И еще один, чтобы перейти. До маркера вяжем таким вот образом. До маркера. Дошли до маркера. Теперь меняем узор. Соединительным столбиком мы опять в колечко переходим. И вяжем таким образом. 1, 2, 3. Может быть 4. Может быть 4. И столбик с одним накидом. Теперь между колечками точно так же вяжем столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. И в колечко столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Вот такой вот у нас узор будет. Галочки
достаточно симпатичный. Легко вяжется, легко запоминается. Чередование двух узоров у нас с вами будет. Доходим до центра. Вот у нас здесь оранжевый маркер. Это центр спинки и центр переда. Дошли до маркера. И там, где маркер, наша задача всегда вязать по 2 галочки. Это такое у нас будет расширение. Одну галочку провязали. Воздушная петля. И еще одну галочку. В следующем ряду, смотрите, в следующем ряду галочка уходит в узор с одной стороны, и галочка уходит в другой узор с другой стороны. А по центру мы вяжем опять 2 галочки. Для того, чтобы не забыть, можно всегда ставить по центру маркер. Что там, где маркер, вяжутся 2 галочки на спине и на груди. Это расширение будет происходить в каждом ряду до тех пор, пока это расширение вам нужно будет. Так. Между колечками вяжем тоже галочку, не забываем. И в само колечко. Вот таким образом вяжем. Доходим до маркера и вяжем узором плетенка. Точно так же, как я вот начинала вязать. Вот он, такой простенький узорчик. И меняем либо плетенка, либо галочки. Провязала я первый ряд, самый важный, который нам нужен для распределения узора. Имейте в виду, что плечо, если у вас красивые, богатые плечи, сделайте больше галочек. Я не говорю, что у меня вот это вот окончательный вариант. Я показываю принцип вязания. Сколько набрать, это уже на ваше усмотрение. Хотите побольше плечо, можно побольше плечо. Расширение, где вот оранжевый у меня маркер, на спинке и на переде, вот будет по центру идти, оно будет идти все время. А плечи, которые вы сейчас наберете, они увеличиваться не будут. Столько, сколько вы хотите, столько вы и набираете. Провязали первый ряд. Присоединяемся в самое наше начало вязания. Переворачиваем. Я советую вязать поворотными рядами. И переходим в первую нашу галочку. 1, 2, 3, 4. И в галочку уже столбик с накидом. Следующее. Все галочки во всех рядах, будете вы поворачивать или не будете, вяжутся одинаково. В чем прелесть узора? Что можно ничего не считать. Просто вязать, вязать и вязать. Смотреть кино, спокойно, не отвлекаясь на подсчет. Просто вяжем. Там, где маркер, вот у нас галочка с центра провязывается. Воздушная петля между. И в центре, там, где маркер, мы вяжем одну галочку, воздушная петля, и еще одну галочку. Центр. Перекалываем маркер, чтобы мы знали, что в этом месте мы в следующем ряду вот между галочками провяжем опять такое вот расширение. Все. Дальше вяжем вот наша галочка, которая была в самом начале, где маркер. Просто-напросто провязываем. Провязали галочки, доходим до узора плетенки. Вот наш узор. Мы присоединяемся в самый последний столбик. Вот у нас здесь воздушная арочка из 3 петель. Мы соединительным столбиком передвигаемся и провязываем 1, 2, 3 воздушные петли. И за эту арочку 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Опять вот у нас здесь есть место. Присоединяемся. 1, 2, 3, 4 столбика. То есть узор вяжется очень-очень просто. 2, 3, 4. Опять мы
присоединяемся между первым и вторым столбиком, создавая вот такой симпатичный узор плетенка. Узор на самом деле очень симпатичный. Он всегда будет хорошо получаться. Двухсторонний, смотрится хорошо со всех сторон. Узор галочка, я думаю, проще узора точно нет. И он всегда хорошо смотрится. Увеличение тоже очень простое. Мы делаем в начале, вернее, мы делаем на спинке и впереди. Плечо, плетенка. Все. Вяжем. Это у нас будет кокетка. Мы вяжем, увеличиваем кокетку на необходимую длину, высоту. И уже потом будем вязать дальше, менять. Что получается? Я связала 2 рядочка. Вот моя спинка. Красивые рукава. И перед. Да, рукава. Второй ряд. Я хотела показать один маленький нюанс, как мы начинаем вязание вообще ряда. Вот я завершила вязание. Как нам переходить? Каждый раз надо будет просто-напросто с соединительными столбиками перейти. И начать вязание заново. Мы переходим, разворачиваем вязание. И вот она, наша первая галочка, мы ее и вяжем. Я предлагаю поворотными рядами. Если вы решите вязать не поворотными рядами, то тогда вяжем так. Можно вязать просто по кругу. Мы с вами оказались в самой вершинке. Вяжем 1, 2, 3. И дальше вы все знаете. 4 столбика, которые крепятся в вершинку. Так, 2, 3, 4. Крепимся и вяжем дальше. Плетенка будет такого плана красивого. Вот. Но я предлагаю вязать поворотными рядами, решать вам. Не забываем в каждом ряду прибавлять, ставить маркер и вязать по 2 галочки в самый центр, по 2. И расширение тогда будет идти хорошо. Получается у меня 2 красивых рукавчика узора плетенка и просто столбики, спинка и перед. Как мы завершаем вязание второго ряда? Обязательно считайте узор. Если внизу у меня было 8 узорчиков, то и вверху должно быть ровно 8, чтобы не уменьшать. Вот я связала 8 и в самую первую галочку я присоединяю вязание. Разворачиваем опять, вяжем вот таким вот способом, переходим на самое начало плетенки и вяжем 1, 2, 3. Дальше вы уже знаете, что мы делаем. Самое главное, не забывать вязать увеличение, ставить маркер, обязательно 2 галочки по центру воздушная петля. Все, вяжем плетеночку нашу красивую. Если вязать, продолжать таким же образом, у нас получается такой вот вырез. Все время в центре мы с вами прибавляем. И смотрите, что у меня получается. Вот такой вот остренький клин, да? Я вязала и решила, что мне эта идея не нравится. Хотя, если вы хотите завершение как пончо, вяжем все точно так же. Довязываем, выделяем место для проймы. Вот. Пройму объединяем и потом просто вяжем по кругу точно так же, добавляя только по центру спинки и переда. Вот. Но есть другая идея. Точно таким же узорчиком можно провязать и получить другую кокетку. Смотрите, вот она у нас. Тот же самый узор, но мы немножко по-другому распределяем. Набрали колечки и полностью вяжем одну сторону и вторую узором. Такого плана.
А по центру спинки и переда вяжем галочки. Это мы уже с вами как-то вязали, но я хочу показать, как еще разочек, как можно все это распределить. Мы вяжем с вами колечки на объем, на тот вырез, который вам нравится. И потом мы начинаем делать распределение. Распределение, вот если на такую пакетку, смотрите, связали какое-то количество, четное количество колечек. Я набрала маленькое количество, просто чтобы показать, как образец. Вот, и объединили, вяжем 1, 2, 3, 4 между петельками, между колечками провязываем с вами галочку. Потом само колечко вяжем тоже галочку. Это столбик, воздушная петля и столбик. И опять между колечками провяжем галочку. Вот. Теперь это у нас вот будет центр, допустим, либо спинки, либо переда. По бокам мы вяжем наш вот такой красивый узорчик. Как его вязать, вы знаете, я показывала. Мы провязываем 1, следующее колечко 2, 3, 4, 5 столбиков, и между колечками столбик без накида укладываем наш узорчик. Переходим в следующее колечко и провязываем опять 1, 2, 3 и 4 столбика. То есть мы провязываем нашу плетенку, наш узор плетенка по плечам, а по центру будем вязать галочки, которые будут увеличиваться в каждом ряду. Наша задача очень простая: связать по бокам, там где плечи, узор плетенка, по центру провязать просто-напросто галочки. Вот я провязала последний узор плетенка, соединяем галочку. И смотрите, в каждом ряду для расширения, вот у нас будет 3 галочки, а теперь нам нужно, чтобы было 5. В каждом ряду мы прибавляем в самом начале и в самом конце между узором плетенка добавляем по одной галочке. Что для этого надо делать? Я переворачиваю вязание, вяжу поворотными рядами, и вот между галочкой и плетенкой вот сюда вяжу новую галочку. Это у нас новый ряд будет. 1, 2, 3, 4 и столбик с одним накидом. Вот. Сделала воздушную петельку, присоединяемся между первым и вторым столбиком, 1, 2, 3, и вяжем узор плетенка, который мы с вами знаем. 2, 3, 4. 4 провязали. Присоединяемся между первым и вторым столбиком. 1, 2, 3. То есть наша задача провязать плетенку в обратную сторону, при этом увеличивая по центру галочки. 1, 2, 3, 4. 4. Вот у нас уже галочка начинается, значит мы между первым и последним присоединяемся. 1, 2, 3. 1, вяжем. 2, 3, 4. Это у нас только первый ряд такой, не может быть, немножечко будет непонятно, потом все это будет здорово смотреться. Вот 3 наших плетенки. Между плетенкой и галочкой вот сюда наша задача добавить столбик, воздушная петля и столбик. Те галочки, которые у нас есть, 3 штуки, мы вяжем уже как они есть, мы ничего не меняем, мы их провязываем в центр. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Следующий также. То есть мы с вами галочки провязываем, увеличивая в самом начале и в самом конце.
2. Это у нас уже один прибавочный, 2 галочки, которые были. Третью галочку провязываем. И вот между галочкой и плетенкой добавочную галочку. Вот так вот вяжется узор. Очень просто. Добавляется в каждом ряду между плетенкой и галочкой одна галочка с одной стороны и с другой. И получается у нас было 3, стало 5. Воздушную петельку добавляем. Между первым столбиком и вторым присоединяемся и вяжем второе плечо. Узор плетенка у нас неизменный, узор галочка неизменный, просто галочки добавляются. И за счет этого очень хорошо идет прирост плеча и основного тела. Вернее, плечи-то у нас не будут увеличиваться, а вот. Провязали. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Провязали. 1, 2, 3, 4. Между первым и вторым добавляем. Только в первом ряду немножечко, может, плетенка будет не как обычно, а во втором ряду, третьем, это уже все встанет на свои места. Будет хорошо, красиво смотреться и вязаться. 3, 4. Вот. Обязательно считаем, если 1, 2, 3, вот у меня получилось, у вас может быть 10, 20 плечо. Обязательно считаем, сколько узоров плетенки, всегда должно быть одинаковое. В одну сторону и во вторую. Теперь вяжем галочку, смотрите, между плетенкой вот, и основным узором. Можно поставить маркеры. Это у нас 1, и мы начинали 2. По центру провязываем по факту. Галочка вяжется внутри галочки. И создается потом очень симпатичный узор. То есть узор плетенка мы с вами не увеличиваем, а галочки по центру все время будут у нас расти. И вот наша задача. У нас галочка здесь есть, мы просто присоединяемся. Вот, получили 5. И здесь один нюанс. Мы должны начинать вязание, вот смотрите, переходящими столбиками. Переходим и начинаем вязание всегда с новой галочки между плетенкой. И всегда. 1. Не по центру вязания, а нужно всегда переходить 2, 3, 4. Поворачиваем вязание и вяжем галочку. Новую связали. Теперь вот она у нас новая в прошлом ряду. Теперь те галочки, которые у нас уже есть, вот они у нас все. Самая главная задача не забывать добавлять в самом начале и в самом конце. Тогда будет хорошо тело расширяться. Вот они все наши галочки. Все есть, все на месте. Наша задача их все выделить, все провязать. Вот наша новая прошлого ряда галочка. И наша задача в этом ряду вот между провязать новую. То есть было 3, 5, 7, 9. Можно посчитать, можно все время поставить, можно ставить маркер. Воздушную петельку сделали, присоединились и начали вязать плетенку. 1, 2, 3. То есть узор не меняется. Меняется форма прибавления немножечко. И тогда у нас получится ровная кофта, а не клином. Если вы хотите кофту пончо, просто продолжаем первый вариант. Я вам показываю еще один вариант. Лишнее. Вот. Присоединяемся. И вяжем плетенку дальше. И у нас получится
вот такое расширение. Как это на большой модели, да? Набираем точно такое же количество. Я набирала 40 колечек. 40 колечек у меня получилось на одну сторону 19, на вторую 19 и 20 впереди колечко и на спинке. Все. Точно так же я начинала с 3. Вот у меня 3 галочки, потом пошло 5 и так дальше. А количество плечевых узоров у меня не поменялось. И получается достаточно неплохое расширение. Вот она, моя кокетка. Еще немножко повяжу ее. Потом буду вязать росток отдельно на спинке. И только потом уже объединять. Посмотрите, какой вам вариант нравится больше. Клином или ровным краем. И такой ряд, такой узор и вяжем. Провязала не всю еще пройму. Но смотрите, мы эту кокетку в этом моменте заканчиваем. Обычно я заканчиваю вязание кокетки, когда пройма у меня достигает 22 сантиметра. Это в среднем на любой женский размер. 22. Это норма. Я провязала только лишь 16. И еще не связан весь объем. Мне нужно 45, а у меня связано 34. И тем не менее, кокетку мы с вами завершаем. Почему? Потому что, во-первых, мы будем вязать росток. 4 ряда туда-обратно, а это увеличивает пройму. И потом мы будем вязать хорошие подрезы между, потому что на подрезах мы будем вязать основной узор плетенка. Я хочу, чтобы подрезы были большие, а это значит будет увеличение объема на такую длину, которая вам необходима. То есть у нас бока будут связаны хорошим красивым узором, поэтому мы связали почти кокетку, почти, но процентов, допустим, где-то 4-ю часть не довязали. Я 4-ю часть оставляю на подрезы. Поставила маркер там, где у меня галочки заканчиваются, с одной стороны, и с другой. И я выделила только спинку. Вот она у меня идет, галочка. Узор галочки, вот они у нас идут. Я их прибавляла все время прибавляла. Теперь вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли, разворачиваем вязание и в эту же галочку, которая у нас уже есть, вяжем просто-напросто еще один столбик. Вот такой поворот, никаких сложных моментов. Вяжем 4 рядочка только со стороны спинки. Я вяжу без воздушных петель галочку, но можно вязать, если хотите чуть больше ажура, воздушную петлю между галочками и ажурную петлю внутри галочки. Я хочу, чтобы вязание у меня было более плотное, и я вяжу просто 2 столбика. Вот. И в центр 2 столбиков предыдущего ряда я вяжу опять 2 столбика. Но галочки могут быть абсолютно любые. Задача провязать 4 ряда галочек. Это росток на спинке. Я провязала 4 рядочка туда-обратно галочками. Это росток. Измеряем еще разочек, сколько получилось сантиметров. У меня получилось 37, а мне нужно 45. 45, 37. Да? Не хватает. Сколько у нас? 8 сантиметров. 8. Я набираю 8 колечек. Это у меня будет пройма. Это у меня будет подрезка между проймой. 8 колечек я набираю, соединяю с другой стороны. Вот у меня здесь колечки начинаются. Вот сюда. И дальше вяжу опять колечки. Галочки. 8 набираем, привязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Помните, да, что мы вязали колечки из 5 воздушных петель и 2 столбика. 8 колечек набираем. Набрала 8 колечек. Вот так вот у нас будет. Я вот так присоединю. Вот так вот. Да? Это наш подрез. Присоединяем теперь. Это у нас спинка. Присоединяем к переду. Провязываем все наши колечки, выравниваем. Находим сторону переда. Вот наши колечки. Вот они у нас.
И начинаем вязать колечки. О, что я говорю. Начинаем вязать наши галочки. С другой стороны, точно так же наша задача набрать такое же количество колечек. И дальше делать техника. Там, где галочки, мы вяжем галочки. Там, где колечки, мы вяжем узор плетенка. Вот, под проймой у нас здесь будет узор плетенка. А там, где галочки, будет узор галочки. Связала я второй подрез, вот 8 петель. Объединила с вязанием. Смотрите, я поворачиваю в обратную сторону. Можно вязать по кругу, я вяжу всегда поворотными рядами. Переходим и начинаем вязание плетенки. 1, 2, 3 и еще 4 столбика. Мы все это знаем. Абсолютно не бойтесь вязать, не бойтесь начинать вязание. Мы вяжем точно так же, как и вязали. Никаких новых принципов вязания нет. Вот, 4 столбика укладываем между колечками. Опять переходим. Это все в первом ряду у нас происходит. Во втором ряду мы уже вяжем по накатанной дорожке, так как мы вязали весь наш узор. Вяжется несложно. И обвязывать, я считаю, не нужно. Вот эта пройма останется достаточно красивой, симпатичной. То есть наша задача провязать все наши подрезы узором плетенка. Там, где галочки, галочки. Вяжем на необходимую длину, высоту. И у меня обычно это 60 сантиметров всего изделия и 40, как правило, тела. Но берите свою кофточку, которая вам нравится, вяжите по размерам, которые вам необходимы, и будет все здорово.